Красная иссушенная земля под вашими ногами дрожит. В почве открываются огромные трещины, грозящие поглотить вас. Но в отличие от Земли, эти потрясения исходят не из глубин планеты. Их провоцирует угроза, приходящая из космоса. Ученые совершили шокирующее открытие относительно марсотрясений. Используя искусственный интеллект и данные миссии NASA InSight, они выяснили, что некоторые из этих подземных толчков вызваны ударами метеоритов. Это означает, что Марс подвергается ударам в 2,5 раза чаще, чем мы думали, и новые кратеры образуются постоянно. Но самое пугающее заключается в том, что эти удары не просто сотрясают Землю. Они посылают мощные ударные волны глубоко внутрь планеты, обнажая скрытую сейсмическую магистраль и нестабильные недра, совсем не такие, какими мы их себе представляли. Это меняет все, что мы, как нам казалось, знали о Марсе. Теперь главный вопрос в другом. Что еще таится под поверхностью? Но давайте сначала проследим за ходом мысли ученых. Они взяли данные о марсотрясениях с посадочного модуля NASA InSight и сравнили их со свежими ударными кратерами, замеченными орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. Именно тогда они обнаружили, что некоторые удары создают сейсмическую магистраль через мантию вместо того, чтобы поглощаться корой. Несмотря на то, что НАСА отключила InSight в 2022 году, его данные по-прежнему бесценны. Посадочный модуль, установивший сейсмометр на Марсе, зафиксировал более 1300 марсотрясений. Некоторые из них были вызваны растрескиванием подземных пород под воздействием тепла и даволы. Другие, судя по всему, столкновением метеороидов с поверхностью Красной планеты. Изучая то, как сейсмические волны проходят через кору, мантию и ядро, ученые продолжают собирать воедино мозаику глубокой структуры Марса. В прошлом исследователи уже связывали ударные кратеры с сейсмическими данными. Однако эти новые исследования — первый случай, когда свежий удар был соотнесен с толчками, зафиксированными в регионе борозды Цербера, Cerberus fossae. Это крайне активный регион, расположенный в 1019 милях, около 1640 километров, от InSight. Ученые обнаружили этот кратер шириной 71 фут, около 22 метров, гораздо дальше от посадочного модуля InSight, чем ожидалось, учитывая силу произведенных им сейсмических волн. Ранее считалось, что кора Марса поглощает большую часть энергии ударов, что должно было ограничивать расстояние, на которое могут распространяться сейсмические волны. Однако анализ этого кратера показал, что вместо затухания волны пошли более прямым и глубоким путем через мантию планеты. Эта неожиданная находка указывает на то, что у Марса есть сейсмическая магистраль, которая позволяет сотрясениям распространяться гораздо дальше, чем считалось ранее. Теперь команде InSight потребуется пересмотреть свои модели состава и структуры недр Марса. И тогда мы сможем лучше понять, как сейсмические сигналы, порожденные ударами, могут достигать таких глубин. Ручная сортировка огромного количества данных заняла бы годы. Но, к счастью, в наши дни существуют новые инструменты. И ученые могут перейти от анализа десятков тысяч изображений к всего лишь нескольким за считанные дни. Так, исследователи сосредоточились на поиске кратеров в радиусе примерно 1864 миль, около 3000 километров, от местоположения InSight.
Их целью было выявить те кратеры, которые образовались в период активности сейсмометра посадочного модуля. Сравнивая снимки до и после с контекстной камеры, контекст-камера, за определенное время, они выявили 123 свежих кратера для сопоставления с сейсмическими данными InSight. Из них 49 кратеров оказались потенциальными кандидатами на соответствие толчкам, зафиксированным сейсмометром. После проведения дополнительного анализа команда решила, что главным открытием стал 71-футовый ударный кратер в бороздах Цербера. Это открытие, вероятно, поможет ученым различать сигналы от внутренних потрясений и тех, что вызваны ударами метеороидов. Изначально полагали, что борозды Цербера производят много высокочастотных сейсмических сигналов, связанных с процессами внутри Марса. Но новые данные указывают на то, что часть этой активности могла быть вызвана ударами, а не внутренними процессами. Еще одна загадка, которую ученые не могут разгадать уже 50 лет, заключается в том, почему Марс разделен на две очень разные половины. Но благодаря записям марсотрясений они, возможно, наконец нашли ответ. С 1970-х годов исследователям известно, что на Марсе есть два четко выраженных региона. Северные низменности занимают около 2/3 северного полушария планеты, а южные возвышенности составляют остальную часть. Южные Нагорья расположены примерно на 3 мили, около 5 километров, выше северных низменностей, а кора — внешний слой планеты, подобный скорлупе, на юге толще. Этот странный раздел известен как марсианская дихотомия. Существует два потенциальных объяснения этого дисбаланса. Одна теория предполагает, что разницу создал неизвестный внутренний процесс внутри Марса. Другая утверждает, что поверхность планеты когда-то изменила массивное столкновение, вероятно, с космическим объектом размером с Луну или несколькими более мелкими ударами. Но поверхность Марса чрезвычайно стара, поэтому точно определить, что именно произошло, было сложно. Однако теперь, в новом исследовании, опубликованном 27 декабря 2024 года, использовались данные о марсотрясениях от посадочного модуля InSight, чтобы выяснить, кроется ли причина этой разницы глубоко внутри планеты. InSight располагался вблизи границы между северными низменностями и южными возвышенностями. Его миссия включала запись сейсмических волн от марсотрясений, которые проходят через мантию планеты, слой породы под корой. Ученые сравнили, как эти волны двигались под низменностями и под возвышенностями. Они искали различия в глубоких недрах планеты. Выяснилось, что сейсмические волны теряли энергию гораздо быстрее при прохождении через южные возвышенности. Это означает, что мантия под этим регионом значительно горячее, чем на севере. Это убедительное доказательство того, что необычный раскол Марса был вызван внутренними планетарными силами, а не внешним ударом. Исследовательская группа полагает, что разницу температур под двумя половинами Марса можно проследить до древней тектонической активности, которая когда-то формировала планету, но позже прекратилась. В какой-то момент в прошлом на Марсе были движущиеся тектонические плиты, подобные земным. По мере смещения этих плит они вместе с расплавленной породой под ними могли создать марсианскую дихотомию. Но со временем движение прекратилось, оставив после себя то, что ученые называют «застойной крышкой» — stagnant lid.
Это толстый неподвижный слой над расплавленными недрами планеты. Если это окажется правдой, это может означать, что мантия под южными возвышенностями все еще давит вверх, в то время как мантия под северными низменностями погружается глубже, к ядру планеты. Этот продолжающийся процесс мог бы объяснить, почему кора Марса толще на юге. В то же время мы не можем полностью исключить идею о том, что дихотомию создал внешний удар. Некоторые недавние исследования показывают, что гигантское столкновение все еще может быть возможным объяснением. Чтобы окончательно решить эту загадку, ученым потребуется больше данных о марсотрясениях и детальные модели того, как Марс формировался изначально. Кстати, если вы когда-нибудь решите посетить Марс, вы можете наткнуться на героя нашего сегодняшнего видео. Сам посадочный модуль InSight. Его запуск должен был состояться в марте 2016 года, но из-за проблемы с одним из инструментов произошла задержка. Это была утечка вакуума в сейсмометре. НАСА перенесло запуск на май 2018 года, и за это время неисправность была устранена. Но эта задержка увеличила общую стоимость проекта с $675 миллионов до 830 миллионов. Тем не менее, InSight успешно приземлился на Марс 26 ноября 2018 года. Но со временем на его солнечных панелях скопилась пыль, что затруднило подзарядку. Посадочный модуль InSight работает на солнечных батареях и аккумуляторах, но ему необходимы периодические порывы ветра, называемые очистительными событиями, чтобы сдувать пыль с панелей. К сожалению, в месте посадки InSight было недостаточно таких ветров, чтобы поддерживать полную мощность модуля. К февралю 2021 года, во время марсианской зимы, толстый слой пыли покрыл панели, и они вырабатывали лишь 27% от своей полной мощности. Чтобы сэкономить энергию, НАСА начало переводить InSight в режим гибернации, постепенно отключая инструменты, чтобы поддерживать электронику в тепле. Они надеялись, что улучшение погоды позволит модулю подзарядиться и проснуться к июлю 2021 года. В мае 2021 года команда нашла остроумный способ восстановить часть энергии. С помощью руки манипулятора модуля они посыпали песок на панели, что помогло ветру счистить часть пыли. Но в итоге InSight вырабатывал лишь 1/10 часть энергии от солнечного света по сравнению с тем, что было сразу после прибытия. В июле 2022 года НАСА перевело его в режим низкого энергопотребления, чтобы продолжать фиксировать марсотрясение. Модуль продолжал работать до декабря 2022 года. 20 декабря НАСА объявила, что InSight потерял связь с Землей 15 декабря. И миссия официально завершилась 21 декабря 2022 года.